сражения в древних руинах только начинаются. Сяо Янь с командой столкнулись с небесными фениксами. В результате те сбежали, испугавшись мощи дракоши. Цзы Янь, как потомок родословной древнего дракона, явила невиданную мощь, что удивило всех окружающих. Интересно, что в серии не показали, как марионетка Сяо Яня была улучшена формацией 10 других марионеток. Она еще поднялась на несколько звезд почтенного воина и сражалась со старейшиной фениксов, что на 5-й звезде. В оригинале Хуан Сюань крайне сильный эксперт, против которого простые марионетки не справились бы. Далее Сяо Янь нашел редчайшую пилюлю почти 9-го ранга в форме зверька, однако на нее нацелилась Цин Линь. В ходе битвы Сяо Янь узнал своего давнего друга, а Цин Линь примкнула к его команде. Поразительно, но теперь в ней состоит целых 9 почтенных воинов. Даже с точки зрения центральных равнин это очень внушительная мощь. В главном зале древних руин собралось множество экспертов ради техники класса Тянь. Незамедлительно прибыл и старый призрак Джай Син. Сяо Янь с холодным взглядом осмотрел его. Оказалось, после той битвы Джай Син лишился руки. Тот с удивлением посмотрел на Сяо Яня, ведь оказывается парень выжил после такого мощного ранения. Однако Сяо Янь с улыбкой произнес: как он может умереть раньше старого Джай Сина? Хотя они были врагами, но сейчас, среди множества сильных почтенных воинов, в этом опасном месте никто не смел нападать. Хотя вначале Джай Син и совершил небольшую попытку убить Сяо Яня, но остановился из-за небесного пламени и окружающих людей. У него была миссия, которую глава Зала Душ поручил ему лично. Если что-то пойдет не так, он определенно будет строго наказан. Сяо Янь заключил союз с главой долины горящего пламени Тан Чжэнем, чтобы вместе заполучить технику. Все ждали, когда защитный барьер ослабнет, и они смогут подойти к 10 свиткам. Также в центре зала находился трон со скелетом святого. Почти каждый был заинтересован в таком сокровище. Нас ждет глава, связанная со скелетом святого, но его охраняли 10 марионеток, как у Сяо Яня. Все они уровня почтенного воина. Спустя некоторое время сферы засияли и свитки вылетели наружу. В тот же миг каменные статуи марионеток, стоящие рядом с троном, внезапно открыли глаза. Древняя аура ощущалась от свитков, что моментально настроила экспертов. Все считали, что техника доуци класса Тянь вот-вот появится. Сотни экспертов рванули со своих мест, начался настоящий хаос. Все начали борьбу за свитки. К этой бойне подключились и 10 марионеток. Однако они были необычными. При их создании хозяин извлекал душу эксперта из его тела и запечатывал в теле марионетки. Таким образом, созданная марионетка не только обладала неким сознанием, но даже могла использовать техники доуци, делая их намного опаснее обычных бессознательных кукол. Сяо Янь попытался взять их под контроль, как в предыдущий раз, но не смог. Он чувствовал мощную печать владельца. Печать эксперта святого отлично сохранилась и позволила марионеткам действовать даже спустя 1000 лет. Конечно, если бы Сяо Янь смог починить этих марионеток плюс десяток почтенных воинов, для их группы больше не было бы конкурентов. Группа Сяо Яня, немного подождав, тоже приняла участие в захвате свитков. Они нацелились на огненный красный свиток. Сяо Янь уже почти схватил его, однако вторая половина оказалась в руке главы секты Сюань Чэнь Тянь Наня. Тот направил смертельную атаку в сторону парня, но ее заблокировала марионетка небесного зла. Сяо Янь уже давно хотел убить главу секты Сюань, но тогда он был лишь предком 9 звезд, поэтому побоялся сражаться со стариком. Теперь, когда они встретились снова, Сяо Янь решил действовать, тем более, что тот напал первым. Чэнь Тянь Нань – это первый эксперт уровня почтенного воина, которого убил Сяо Янь. В этом ему несколько помогла марионетка, которая в конце концов своей темно-золотой рукой пронзила грудь насквозь, так что общими усилиями они сразили главу секты Сюань, что был на уровне почтенного воина 2 звезд. Все 10 свитков почти были захвачены различными фракциями, но в итоге оказалось, что все они подделка. Сяо Янь с шоком уставился на Сяо Исянь. Эти свитки действительно содержат довольно сильные техники доуци, однако не ту самую технику класса Тянь. Среди всего этого хаоса, казалось, зал душ интересовал только скелет святого Доушен. Знали они, что эта сильнейшая техника сокрыта в костях скелета или нет, но старый призрак Джай Син и пара других экспертов зала душ подошли к скелету святого на каменном троне. Из-за крови Джай Сина он ожил и начал свою мощную атаку против всех присутствующих. В результате, по крайней мере, пара почтенных воинов была убита одной единственной атакой скелета.
Стоит сказать, что этот скелет в действительности не обладает силой святого Доушен, ведь этот могущественный эксперт давно погиб. Но остатки его духа вместе со скелетом были почти что на вершине почтенного воина, так что, объединив усилия, 5 почтенных воинов еле сдерживали его. Кроме того, скелет активировал ту самую технику класса Тянь, за которой все охотились. В недавнем видео на канале об этом очень подробно рассказано. Эта мощная техника называется «Великая небесная ладонь сотворения». На этих кадрах мы можем видеть, насколько это смертоносная техника. Когда скелет ее применил, возникла черная световая дыра, которая затягивала буквально все. Сяо Янь смог спастись, лишь пожертвовав своим двойником. Далеко не каждый почтенный воин сумеет уйти от такой атаки, Сяо Яню тоже чудом удалось выжить. Джай Син, глава Танчжэнь и старейшина фениксов с трудом избежали смерти. Яо Тяньхо признал, что вполне вероятно из стоящих здесь не выжил бы никто, если бы Сяо Янь вовремя их не предупредил. Скелет действительно оказался невероятно силен, если даже 5 почтенных воинов до сих пор не могли подавить его. Однако Сяо Янь почувствовал опасность. Скелет использовал технику Доу Ци, все начало исчезать, будто попадало в бездну. Эксперты, не успевшие выбраться, закричали от ужаса, когда их тела внезапно засасывало внутрь этой бездны. Они исчезали, даже не оставляя за собой следов. Сяо Янь ощутил ужас, наблюдая за этим. Это была истинная мощь техники Доу Ци класса Тянь. Когда черное свечение достигло своего пика, он немедленно использовал технику «Иллюзорное тело», создав двойника и использовав его как точку опоры для ускорения. В результате он сумел вырваться наружу, но его двойник моментально исчез в поглощающей тьме. Танчжэнь, Бинхэ и старый призрак Джай Син в последнюю секунду выскочили из зала, рискуя жизнью. На месте зала осталась лишь огромная пропасть, уходящая в неизвестность. Неудивительно, это техника Доу Ци класса Тянь. Ее легендарная разрушительная сила, созданная лишь отпечатком души умершего святого, сумела погубить столько жизней и разрушить зал. В руках живого святого она могла бы уничтожить не только древние руины, но и половину костяного хребта. Что же дальше будет со скелетом? Сможет ли Сяо Янь заполучить кости, на которых была высечена эта техника? Рассмотрим в продолжении. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, ждете ли вы этот невероятный бой со скелетом святого. Подписывайтесь на YouTube канал, ставьте побольше лайков под видео и всем пока.